Всем привет! Сегодня снова я добрался до Ладоги. Сегодня 19 июля 2025 года. Погода просто супер. Вот в таком месте я остановился. Это буквально какая-то скала посреди ничего. Но так как сегодня суббота, все занято вообще напрочь. Взял себе копченой курочки на первый день. Голодал с дороги, блин. Ничего не ел. Последний раз ел в Москве еще. Фу. Приятного мне аппетита. Что-то я сегодня с дороги немножко подустал. Добирался я из Москвы на Сапсане. Потом ехал на электричке 3 часа. И в общем вот так вот я с утра еще был в Подмосковье в родном. А сейчас буду ложиться спать где-то на восточной границе Ладожских Шхер. Шмотки мои все влезли в каяк. Осталось только все нормально рассортировать, потому что я все пытался засунуть как получится, лишь бы оно влезло. А по факту, конечно, можно сделать получше. Погода сегодня была хорошая, на завтра прогноз нормальный. В общем, завтра попробую встать пораньше. Буду сейчас ложиться. Время 10. Доброе утро. Время 6:40. Сегодня должен был быть первый мой ходовой день. Но я вчера уже немножко прогреб. Погода отличная. На озере Штиль. Сейчас я по-быстренькому соберусь и посмотрим, что там в открытой Ладоге. Вот такой кофе себе купил. Сейчас попробую. Еще у меня есть сгущеночка. Где-то должен быть джем. И кашу еще сейчас наверну. Ну ничего, кофе так со сгущеночкой зайдет. Всяко лучше, чем из пакетика. Что-то я совсем не спешу. Пересчитывал немножко запасы свои. Ну что, 8:15, я готов выдвигаться. Поставил себе солнечную панельку. Единственное, боюсь, что будет вот здесь USB-шничек заливать. Но если что, остановлюсь, сниму ее. Пауэрбанк убрал внутрь. Только провод оттуда идет. Вот так у меня сзади все уложено. Не особо, конечно. Все, погнали. Стало немножко раздувать. В 6 вообще была вода плоская. Сейчас немножко раздувает. Ну, посмотрим, чем это кончится. Прогнозы завтра должно раздуться нормально. Осталось еще где-то несколько километров до выхода из Шхер на открытую воду. Уже ветерочек такой дует стабильный. До этого он так периодами приходил. Вот где-то вон там налево я поверну. Места все заняты на берегу.
Хотя сегодня воскресенье, я надеюсь, завтра народ поразъедется. Точнее, сегодня вечером. Потому что так, вот я вчера место нашел, а дальше мест свободных нету. Куда-то я, конечно, приткнулся на какой-то камень, скорее всего, но это трэш. Ну все, дальше открытая Ладога. Волна вроде как прогнозная, 20-30 сантиметров, похоже на правду. Гребем-с. О, сколько каяков стоит. Интересно, кто это. Я поболтал, но приземляться тут вообще не вариант. На самом деле оказалось, что надо еще подальше пройти. Вот здесь островок с проливом. Я решил пройти вокруг, потому что там колбасит сильно на отмеле. Не, я обхожу по наружу. Вот впереди остров. А мне надо куда-то вон туда. Прохожу край острова. Значит, по курсу мне осталось километра 4 до следующего берега. Иду далеко от берега, стараюсь идти максимально осторожно. Смотрю каждую волну, они приходят что-то здесь с разных сторон постоянно. Сейчас догребу до берега, а к вечеру я должен быть где-то вот там вот, где кончается берег. Может даже чуть дальше. Вот там финский маяк. На карте у меня он не отмечен, но я его видел, когда смотрел в интернете. Вот на него-то я сейчас и держал курс последний час. Он строго у меня был на север. Здравствуйте! Высадился на островке с часовни. Сейчас пойду смотреть. Еле вылез. Скользко. Что посмотрел я островок с церквушкой. Это, видимо, фильм какой-то снимали. Там все забито. Ничего тут особо интересного нет, но в принципе можно остановиться. Сейчас будем отчаливать. Блин, вообще неудобное место. Еле залез. Ну вот я где-то сейчас вот здесь. Сейчас пойду вот сюда. Здесь песчаный остров с пляжами. Может, там остановлюсь на обед, может, пойду дальше. Времени без 10-12. В принципе, еще полно времени.
погнали. Это уже целая группа. Погода чисто по прогнозу. Ветер стих еще сильнее. Вода выгладилась. Гребсти стало проще. Так что прогнозов, в принципе, на один день можно верить в этом районе. Ну, посмотрим, что завтра будет. Я надеюсь, мой мегафон где-то поймает, чтобы проверить еще прогноз. Ну, по идее, то, что утром было, ветродуй в морду 2 дня подряд. Такие дела. Здравствуйте. Не успели вы немножко. До 11 ветер хороший был. Так, ну вот впереди Коянсари, главный пляжный курорт Ладожских шхер. Сейчас до грибу посмотрим, что там за пляж. Но уже отсюда видно, что народу там прилично. Хотя уже в воскресенье пора бы собираться. Здравствуйте. Здрасте. Нашел вот такое симпатичное место для обеда. Сейчас немножко что-нибудь поем, а то вообще сил нету. Не знаю, сколько я, кстати, прогреб. У меня трек не пишется. Походу, в этом эконом-режиме он его не записывает с выключенным экраном. Малиновый джем я с собой взял в этот раз. Лучоночку. Хорошо. Солнце заволокло. Сейчас покушаю, попробую поймать сигнал. Надо все-таки погоду немножко узнать. Ну что, моя каша с самодельной сушеной курицей вполне выглядит сносно. Спасибо этому дому теперь идем к другому. Еще километров 15. Но все будет хорошо. Время 2:30. Еще времени до 10. Можно еще 30-ку прогрести, но я не буду. Уточки прилетели. Сейчас совсем молодые. Ничего не боятся, даже ничего не понимают. Место, где я в том году останавливался. Можно было бы сегодня тоже остановиться здесь, но не хочется завтра грести против ветра. Поэтому лучше я прогребу сегодня эти 10 километров, чтобы завтра этого не делать. Здравствуйте, здравствуйте.
споткнулся хоть куда-то, а ноги размять вообще все занято. Я не знаю, это жесть. Это при том, что это вечер, воскресенье, то есть все должны уехать, кто мог. Вот там Тагил происходит где-то рядом. Вода разгладилась до конца. Просто зеркало. А тем временем уже 6:30. Все, сейчас вот немножко прогребу, буду вставать. Уже как получится. Мест нет вообще, все занято. Было там пару таких хреноватых местечек, которые такие себе. Но я хочу все-таки поближе к своей цели-то подгрести. Уже, если честно, так подустал, молясь. Ну ладно, ничего. Иду по протоке, где я шел в том году. В том году я шел в обратном направлении. А сейчас я иду в сторону открытой Ладоги. На всякий случай свисточек приготовил. Если что-то загудит впереди, буду свистеть. В общем, сижу, кайфую. Повесил сушиться тент в палатке. Поставил на зарядку телефон от солнечной панели. От нее сегодня 2 батарейки GoPro-шные я зарядил, пока ехал. Так что, в принципе, пока солнце, ничего не сядет у меня особо. У меня скорее память закончится. Сейчас бахну чайку. У меня вафли вчерашние остались. Бахну вафелек. Надо будет помыться, искупаться, потому что я вспотел как собака просто. А, еще самая жесть, у меня руки сгорели в мясо. Я что-то с утра не помазал их от солнца. А перчатки я забыл дома. Короче, по ходу дела все будет плохо. А теперь уже что их мазать? Теперь уже все. Какой здоровый уж. Классный какой ужище-то был, а? О. Можно банку тушенки не открывать. Сейчас я его подожду. Хорошо. Бодрит. На ужин у меня картошечка с вот таким вот соусом. Еще проблема, что... Ой, ну и рожа. Так. Еще проблема, что у меня вода кончается. Я что-то как-то не подумал днем об этом. У меня еще много. Ну, в принципе, да, 2 бутылки-то было. Но на завтра у меня останется меньше 1 бутылки. Я сейчас попью, поем еще на завтрак. А набрать я здесь не могу, потому что здесь залив, и она совершенно гнилая. То есть я завтра первым делом куда-то отплыву и буду набирать воду. Иначе все это закончится фиаской. Ладно, буду ужинать. Так прошел мой 2-й день на Ладоге. Ох, прогреб не знаю сколько, между 40 и 50 километрами. Точно буду дома мерить, потому что трекинг не работает. Связи здесь нет, поэтому погоду на завтра я так и не узнал. Пытался товарищу позвонить, но из 3 палок у меня сразу получился вот. Это мегафон. МТС здесь вообще не ловит. По прогнозу утром было завтра усиление ветра. Посмотрим. Если совсем сильный будет, тогда я, наверное, по шхерам пойду. Если будет более-менее,
пойду, как в том году, до Якимского вот этого залива, который к Ландахпохе идет. И тогда я смогу там, наверное, поймать что-то. По карте там МТС должен ловить. От Ландахпохи как раз он пробивает до конца залива почти. Еще прикол. Заказывал, в общем, в поход всякий шмурдяк с Китая. Тут у меня телефон был включен, связь на втором телефоне. И мне сейчас доплыл, смотрю, опа, посылки с Китая приходят. Одна какая-то пришла. Поэтому не знаю. У меня должен быть гамак. Какой-то прикольный этот коврик надувной. А что еще? Весло, главное, я заказывал. Хотел с собой взять весло карбониевое, китайское, ложки. С ним бы я, наверное, уже в сортовале было. Так, видите, что приходится делать. Всем доброе утро. Сегодня третий день моего похода. Второй целый день. В общем, ночью немножко подраздуло. Судя по прогнозу, так и должно было быть. Проснулся от шума волн. Сейчас позавтракаю, буду думать, что делать. Наверное, пройдусь здесь сначала по кромочке. Если совсем плохо, пойду вдоль Ландахпохи, тогда внутрях. Если все не так страшно, пойду понаружи. А так, в принципе, мне сегодня 25 километров надо где-то пройти. Я поэтому спал до 8 часов, особо не парился. В общем, пока кофе делал, у меня из последней бутылки еще вода вылилась. Поэтому решил я набрать воды. После шторма мутная. Сейчас буду добавлять таблетки обеззараживающие. Аквабриз 2. Раскрошилась уже. Микроб, уходи. Надеюсь, микроб погибает в этот момент. Ну что, 10 часов только я выезжаю. Погода успокоилась более-менее. Сейчас выйду на открытую воду, посмотрю, что там происходит. Скорее всего, пойду так же, как в том году, до Якимского залива. А там буду ловить связь, чтобы погоду посмотреть на завтра, на послезавтра. Если я все-таки соберусь на Валаам гребсти, надо знать погоду 100%, иначе это будет все. Вот пляжик, на котором я мог вчера встать. Тут, конечно, народу до хрена. Встретил ребят сейчас еще на лодке. Говорят, волна там приличная в открытом части. Все больше склоняюсь к тому, чтобы идти по шхерам. Что-то мордодуй не слабый тут. Лучше лишние несколько километров пройти, чем вот так вот против ветра мучиться. Все-таки решил я пойти по шхерам. Что какая-то тут мерзкая совершенно волна, мелкая. Она мне не нравится. Народу никого вообще нету. Все куда-то поныкались, сидят по своим палаткам. Я думаю, сейчас к тому берегу переберусь. Там будет потише, потому что ветер с той стороны идет. Я думаю, там будет ветровая тень. В том году я этот залив проплывал
Вот так вот по дальней части. Отсюда даже не поймешь. Я так вспомнил. В общем, посмотрел я. Сейчас этот островок я обхожу. И дальше иду на север. В сторону Лахдампохи. Вижу вдалеке вышку Лахдампохи. Сейчас, видимо, будет связь. Надо погоду смотреть на завтра, на сегодня, на послезавтра. Вот такой вот камушек себе нашел, чтобы припарковаться. Сейчас шоколадку, наверное, съем, водички попью и попробую связь посмотреть. Начался какой-то попутный ветер. Решил я попробовать парус поставить. Что, я зря его пер, что ли? Сейчас посмотрим, что получится. Ну, что-то ветер не особо мне помогает, честно говоря. Ну что, парус я убрал, идем дальше. Время 12 часов. Кришнаит это все. Что только не встретишь в жизни. Вошел в протоку, которая к Лахдампохе идет. Сейчас там должен будет мост быть, посмотрим. В том году шел в обратную сторону. Это жопа. Километра 2 я в час гребу. Сейчас надо понять, куда мне надо перегребать. А вот там открытая Ладога. Зашел туда под северную часть, здесь волн почти нет уже, ветер подстих. Я вышел немножко все-таки размять булки, потому что это уже больно просто. Фу, сейчас, может, пообедаю заодно, время уже, время без 22, как раз можно пообедать, спокойно посмотреть в тенечке карту. Тут связь должна быть. Еще посмотрю погоду заодно. Может, кому-то напишу и поеду дальше. Фух, не знаю. Ох, ё-моё, чуть не навернулся. Вот она, моя гречечка. Сейчас сюда соуса добавлю, будет вкусняха. Пообедал, передохнул и едем дальше. Сейчас еду на восток в сторону открытой Ладоги. Посмотрю, что там происходит. Встану где-нибудь недалеко от выхода.
тишина. Фу, стало жарко, капец. Такая тут узкая протока. Такое место дикое, вообще никого нет. Ни одного намека на стояночку, ни одного человека нет. Пойду посмотрю внутрь бухты еще. В принципе, можно вот здесь высадиться где-то. И скала офигенно. Я встану вот здесь вот. Нет, вот здесь вот. Там есть стояночка. А здесь я на пляже вставать не буду, потому что уже темно. О, кайф. Блин, это вот тот самый кайф, который был в том году, когда ты один, а вокруг никого нету. Здесь никого, наверное, на несколько километров. Потому что следующая бухта там очень далеко. И в ту сторону тоже километра 4 там до следующей бухты. В общем, это офигенно. Единственный вариант, что если будет шторм, меня здесь запрет в этой бухте. Ладно, ставлю лагерь. Отдыхаю. Стало с руками. Просто это руки-базуки. Не знаю. Надо будет сейчас, если в сортовало приду пантенольчику купить, но, наверное, уже будет поздно. Что, ребят, вот такой у меня был сегодня денек. В итоге прошел я 27 где-то километров. Должен был пройти 20 максимум по открытой части. Но из-за того, что такой был ветродуй, пришлось мне вдоль Лахтенпохья пробираться. Вы сами видели, что там все время пришлось мне против ветра грести. Короче, упахался. Пришли ребята еще на катамаране. На соседнее место на пляжике встали. Хотели, видимо, где я стою. И там такое место, где в скалах какой-то выемкой туда вода залетает. И такой звук туду, туду, тудум. Отсюда даже слышно. Я не знаю, как они там на этом пляжике будут. Прямо сейчас стрём ночью, наверное. Остров классный здесь. Это бесконечное количество черники всякой. Там наверху прям очень-очень много. Такая, знаете, как на рекламе йогурта. Прям такая лоснёная вся. Я наелся. В общем, я доволен. Завтра продолжаем путь в сторону Сортавалы. Посмотрим. Рыбу я попытался половить, что-то ничего не поймал. Сейчас что-то плещется, но я уже не пойду. Будильник поставлю часов на 7. Ладно, спокойной ночи. Что, 6:40 проснулся от того, что стало жарко, невыносимо. Пойду завтракать, посмотрю, что там с погодой, с водой. Ну что, 8 часов немного минут. Выхожу на маршрут дальше.
Ветра сильного нет, волны пока нет. Смотрим по погоде. Иду по прямой, потому что волна встречная, ветер встречный. Надеюсь, сейчас догребу вон до того острова, и там будет ветровая тень, и я смогу без волны его спокойно обогнуть в левую сторону. И волна такая мерзкая, мелкая. Но уже вроде как немножко подстихает здесь. Я уже чуть-чуть продвинулся. А до этого прям реально страшновато было. Фух, что-то я уже подустал гребсти. Главное, что нельзя останавливаться, пока волнишка идет. Но уже большую часть я прогреб. Ветер немножко подстих здесь. Думаю, остров довольно высокий, пятно ветровое там будет нормальное. Ну вот ветровая тень от острова. Сейчас пойду вдоль берега искать поворот направо. Смотрел карту. Вот где-то вот здесь сейчас будет проливчик. В него мне надо идти. Ну вот вроде это пролив, который мне нужен. Тут совсем волна спала. Попробую высадиться на берег и подснять валам на телеобъектив. Финский маяк. Ну что, вот я и на острове. Перегреб всю эту жопу. Сейчас пойду попробую что-нибудь поснимаю немножко, может, кофейку бахну. В общем, посмотрел сейчас погоду, поймался интернет случайно, заметил, что у меня оповещалки пришли в телефоне. Короче, сегодня 22 число, 23-24 хорошая погода, 25 там уже какие-то волны, поэтому я думаю, 24 мне нужно вот этот открытый участок в обратную сторону пройти, чтобы не встрять потом здесь где-нибудь. Ну все, погреб я в сторону Сартовала. Еще километров 20, наверное, сегодня прогребу. Смотрю, стоят каяки. Думаю, спрошу, что там по стоянкам в сторону Сартовала. Просил у ребят на острове, что там в Сартовале. Они говорят, они сами ни разу не были. Смотрю, потом у них каяк тоже. Let's go каяк, как у меня. Только они брали там, где я в том году. То есть поближе сюда. Фух, ну что, гребем дальше. Сейчас надо сегодня максимально близко к Сартовале подгрести. И там где-то найти все-таки место. Вода успокоилась. Только где-то волны вдалеке шумят. Сейчас мне надо вот туда между островками пройти. Остановился на островку. Немножко отдышаться. Пришлось мне всю группу байдарочников перегонять. Поехал на этого мужчину в однушке, думал инструктор, а инструктор впереди шел в двушке. В общем, пришлось мне всех обгонять.
Потом еще рывок сделал, чтобы яхту догнать, подснять. Выпарился. Ну сейчас вообще погода штиль, ветра вообще нет. Ракета, которая возит народ на Валаам, это капец. Она громкая из-за горизонта. Гудит, 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 гудит. Она в километрах в 10 все равно гудит. Что ж там на борту происходит? Все, всех чаек распугал. Ну что, встал я ноги размять. Фу. Какое местечко симпатичное. Уже вон где-то вон туда мне еще километров может 5 сегодня, может 8. Время между тем без 23. Сейчас покушаю что-нибудь, пора обедать. Что уже руки не гребут. Остановился я, в общем, где-то в 7 километрах от Сартовалы. Увидел симпатичную стоянку, думаю, хрен бы с ним. Лучше я завтра встану на полчасика пораньше. Потому что стоянок особо здесь нет, берега крутые, а что там дальше рядом с городом, самим непонятно. Вот это моя последняя вода закипает. Сейчас кофейка немножко выпью. Надо отплыть от берега будет, наверное, на каяке набрать 3 бутылки воды. Потому что у берега тут прям жесть какая-то. Еще странно, что никто вообще мимо за это время не проехал. Хотя вроде как эта дорога должна к Сартовале быть. Может там какой-то другой путь. Что вызвало вас? Побончиков, добро на переход. Принято, диспетчер побочиков. Спасибо. Все, работал. До связи. До связи, всего доброго. Чтобы руками в воду не давить, сделал вот такую конструкцию. Немножко сочится. Ну, конечно, надавливать руками раз в 20 быстрее. Но с другой стороны, я никуда не спешу. Ну что, вот и следующее утро. Выспался я не особо хорошо. Часа в 2 там такие были всплески жесткие. Как будто камень кидали. Ой. Не знаю, может рыбаки что-то закидывали. В итоге я потом еще на полчаса лежал, прислушивался, что там происходит снаружи. Ну ладно, сейчас надо быстренько собраться и до Сартовала рвануть. Погнали. Ну что, время 7:30, выгребаю в сторону Сартовала. Просто зеркало. Капец от них волны, от большого катера. Просто идут один за одним, один за одним. Походу какой-то слет у них или что, я не знаю. Или соревнование по морской рыбалке, блин. Просто раз, 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 раз. А мне бы на ту сторону как-то перейти.
Трешак. 9 часов у них начало. Волны такие от них неплохие. Самое главное, у меня передний лючок оказался открыт. Ждем теперь, бля, пока все проедут. Шинка на торте. Когда тренер вот этих вот академических гребцов из-за поворота кричал «крепче грибок», я как-то немножко весь напрягся. Вылез в каком-то очке под мостом. Фу. Но уже расстроился, что тут негде вообще вылезти издалека. Вот это не видно место было. Сейчас пойду пятерочку искать, только шмурдяк весь с собой заберу. Да, выдвигаюсь на поиски пятерочки. Надеюсь, ничего не сопрут. Пятерочка выручает! Мороженку кушаю. Сейчас еще 2 банки безалкогольного пива взял. Еще жизнь налаживается. Здравствуйте. Далеко плывете? А ходили далеко? О, классно. Опять я попал, блин, на проезд катеров. Волна в спину, конечно, неприятная, ее не видно. Меня уже укачало. Подташнивать начинает. Фу, вроде прошла эта волна моторок. Надеюсь, я сейчас вот сюда пройду, за угол заверну. Это походу от яхты волна. Ух, нормально. Все, сворачиваю прочь от этого Сартовальского пролива, залива. Знал бы, что здесь такая жесть с катерами, я, конечно, не поехал бы точно. Несколько раз я на вереницу этих катеров попадал. Отвратительно. Остановился на обед в таком симпатичном местечке. Очень хочется что-нибудь скушать, уже почти 2 часа. Немножко я подустал уже. В принципе, большую часть на сегодня я уже прошел, насколько я могу судить. Сейчас посижу, карту посмотрю, покушаю. Купаться не буду, здесь грязище в воде, водоросли. Немножко интернет посмотрел, что там вообще происходит. Погоду проверил еще раз. Сегодня, наверное, вечером не будет интернета совсем. Ну, вроде ничего страшного не должно быть, пока я дойду до Лахдампохи. Там уже пофигу. Если что, просто в шиферах спрячусь до 28-го. Все, поехали дальше. Все, вышел я с Сартовальского вот этого закутка в открытую Ладогу. Балаам опять видно. Фу, пойду сейчас вдоль берега, сколько смогу. Жарко, капец. Но тут хотя бы ветерок подул.
Вылез на бережок немножко размяться, скушать шоколадку. А тут вон что с водой происходит. Вот этот угол забило, короче, все водоросли. Запах такой характерный. Блин, я весь покрыт этой сраной зеленью. Поехал, в общем, дальше. Осталось мне где-то 7 километров до стоянки, куда я хочу дойти. А время меж тем уже 6 часов. Это жестко сегодня. Можно здесь, конечно, где-то встать, но я прям загорелся. Попробую дойти до туда. А завтра не буду рано вставать. Мне там сильно далеко не надо. И погода обещает быть хорошей. Все, я приехал. Тут даже горка есть для детей. Ну что, ребят, вот и прошел еще один день на Ладоге. Сейчас посчитал я, сколько я проехал. Проехал сегодня 46 километров. Сегодня уже какой там день, 5-й, что ли, по счету. Уже к этому дню тело прирабатывается и уже не так сложно грести. Сейчас на прекрасной стоянке нахожусь. Солнце уже зашло. Сейчас 9:15. Где-то минут через 50 оно зайдет за горизонт. Сейчас оно где-то за островами пряталось. Завтра где-то, наверное, 20 километров или 25 до острова Кухка. Блин, я по-любому неправильно сказал. Короче, там попробую встать. Если нет, то еще пройду немножко. Сильно не буду упахиваться. Мне уже спешить некуда. Я свое уже прошел до Сартовала. Вообще хотел я сегодня заказать карту памяти в Петрозаводск. Потому что я чувствую, что мне не хватает. Но походу не судьба. Она не успеет прийти, если я сегодня-завтра не закажу. А там интернета дальше в Гдымповских этих шкерах особо нет. Ладно, все, до завтра. Время 8:40. Я только проснулся. Вообще будильники вчера не поставил. Сейчас позавтракаю. Погода опять отличная. Сегодня заправляюсь боржоми. Лухари будет сегодня. Лухари. Но мало. Что 8:10 отплываю. 8:10, 10:10. Не хотите ли? 10:10 отплываю. Единственное, забыл я карту поменять. Эта карта у меня бумажная закончилась. Опять надо на предыдущую менять. Вот этот весь залив я по центру пересекал против волны. Блин, сейчас так посмотришь. Отсюда это кажется довольно очково. Ну, когда у тебя вот этот островок только впереди, и делать нечего, да? Валам почти не видно из-за дымки. Вот он где-то вот здесь едва просматривается. Че, рвануть до него, нет? Да, наверное, в другой раз. Завтра погода может ухудшиться. Сейчас попробую поймать сигнал.
Где-то вот здесь у меня сигнал тогда ловился. Пока телефон не пиликает в рундучке. Так, ну вот за край мосточка я вышел. Ветерок такой веселый стал. Бодрит. Что-то немножко подраздуло. Какие-то волняшки появились. Блин, я поднялся на гору. И кажется, у меня есть интернет. Походу пробивается лама. Сейчас попробую посмотреть погоду. То что тут какое-то усиление ветерка пошло. Не должно его было быть. По идее, сейчас должно все стихнуть. И попробую заказать еще себе флешечку. Ну, в общем, по прогнозу сегодня так и будет. Стабильный ветер до вечера 2 метра в секунду с юга. Так что можно не париться, что что-то сейчас усилится. Просто спокойненько идем и все. Сейчас мне вот куда-то вот сюда, за островочек, а там посмотрим. Да, походу придется мне в Шхеры опять идти. Попутные вот эти волны очень неприятные, которые короткие, блин. Каждую секунду тебя догоняют, пытаются развернуть. Встретил 2 колоритных тетенек на какой-то каркасной байдарке старой. Они сказали, что прошли снаружи. В общем, наверное, высуну сейчас и посмотрю, что там происходит. Вот с таким масштабом карты просто, ну, нереально в мелких островах ориентироваться. Они все сливаются. Поэтому приходится GPS-ку доставать. Так, ладно, я примерно понял. Сейчас попробуем пройти острова и выйти туда, в Якимский залив. Здрасте, а подскажите, это финской постройки домик, да? Добрый пока. Так, ну вот он мыс. Это уже получается такая западная сторона Якимского пролива, залива. Так, вот островок последний. Сейчас я за ним тут спрятался от ветра. Отдохну, буду пролив переходить. Километра 2 где-то он шириной. Но так я смотрю, вроде погода успокоилась. По сравнению с тем, что там на мысу было, вроде намного спокойней. Ну, в общем, я вот в середине примерно пролива этого. Ну, какой-то особой волны нету. То есть, я так понимаю, там, где я был до этого, и 2 раза я попадал в какие-то волны, там какой-то профиль берега, что воздух ускоряется, что ли. Или как-то так, потому что у меня другого объяснения нету. Ну вот он, мысочек. Перебрался я спокойно. Единственное, что тут такие скалы, некуда мне даже выскочить. Сейчас проеду, посмотрю. Что интересно, что там за сообщения мне пришли. Ну вот еще одна финская позиция времен ВОВ. Ну все, выдвигаюсь дальше. Я думаю, далеко не пойду. Нашел какой-то микроостровок. Вот, собственно, весь островок. Я не вижу смысла куда-то дальше ехать. Здесь можно и покупаться будет. Может, на каяке я удочку покидаю немножко. Вот молодцы экологи местные. Банки поставляли в костровище. Пластик. Бычки. Если вы костер нормально не можете разжечь, в котором все сгорит, блин, ну заберите с собой 3 банки. Не родите вы на месте. Матрасик выгуливаю. Это кайф, ребята. Это не Мальдивы. В общем, сходил за дровами, принес
Две вот такие полежки. Видел гадюку. И нашел какой-то домик местных. Не знаю, рыбаков или нет. Еще про то, как отличить гадюку от ужа, если пятен не видно. У гадюки такое тело коротенькое, такая полненькая такая толстушечка. А уж он длинный такой, дрищ. Короче, по нему видно. По фигуре. Так что смотрите под ноги, если что. Ну его нафиг. А то вдруг сердце слабое, так хрях. И остался кормом для гадюки. Сжигаю банки, которые тут были. Что останется, с собой заберу. Добавил в систему фильтрации носок. Надеюсь, это поможет немножко фильтру самые крупные частички отфильтровать. Короче, скушал я гречку готовую, тушеночку готовую. Самое тяжелое, что было. Сейчас немножко поезжу, попробую кого-нибудь поймать. Ничего я не поймал. Это одна жалкая поклевочка была. Ну ладно, я тоже не рыбак особо, так что. В общем, набрал угля из костра. Сейчас попробую через него воду пропустить. Может быть, она станет менее вонючей. И ведь правда, почти весь противный вкус ушел. Короче, как-то вот так это выглядит. Ну что, время 8 утра. 25 июля. Что время уже 10:20, я только выезжаю. Что-то погода полный штиль. Очень тепло. Поэтому сейчас я попробую в открытой части посмотреть. Там, наверное, ветерочек дует. Погнали! Вот он, остров Кухка. Сейчас я вот сюда зайду в проливчик. Как в том году я шел в обратном направлении. Маленький хороший пляжик, конечно, занят был. Пойду на большой пляж, наверное, на острове Куха. Там чаю попью. А вот здесь такая протока. Просто как будто Московская область где-то. Все скалы не видите. Беспесчаное дно. Ну что, погнали стоянку искать. Ну что, закончилась у меня по дороге флешка GoPro. Нашел такое классное место. Оно так с озера, если не знать, его не видно особо. Лавочка на берегу. Сейчас пойду смотреть, что там наверху, потому что я еще не поднимался. Время еще только 2 часа. А еще вон там вон гремит гроза. И туча идет медленно, я не могу понять, я под нее попадаю или нет. Первый раз вешал
такая вот у меня получилась штука. В принципе, палатка под него входит, но я сейчас думаю, переставлю повыше. Фу, жарко тут, капец, ветра нету. Решил пообедать на берегу, потому что здесь есть лавочка. Буду есть картошку, немножко бутербродов с джемом. Но меня больше беспокоит, вот, что тучи-то все-таки приходят сюда. Так что сейчас, возможно, через полчасика-часик она дойдет до сюда и долбанет что-то сильное. Буду, значит, сидеть в палаточке, куковать, сколько получится. И главное, не забыть солнечную панель убрать с берега. Потому что ей точно каюк с обоими пауэрбанками. На самом деле они вроде даже нормально заряжаются. Я оба сразу сегодня воткнул, потому что вчера полдня у меня один из пауэрбанков не работал. Просто не воткнутый был. И он не зарядился. Пришлось мне вечером от второго подзаряжаться. Я погулял, подумал. Завтра, наверное, я здесь не буду оставаться, потому что что-то я посмотрел. Эти муравьи бесконечные, слепни кусают. А по берегу идешь, никого нету. Короче, не особо удачное место. Не знаю, может даже тент собрать сегодня, чтобы завтра не париться. Потренировался и будет. Короче, ладно, посмотрим. Вода цедится. Пока вот ходил купаться, нацедился литр почти воды. Не знаю, сейчас надо будет еще нацедить пару этих баночек на завтрак и на ужин. Еду я все посмотрел, мне всего хватает вроде как. Но и особо много ничего не останется, тоже хорошо. Ну вот и подходит к концу 5-й полноценный день или 6-й день с начала моего путешествия по Ладоге. С погодой мне все время везет. Каждый день солнечный, пока не было ни одного дождя. Сегодня собиралась туча, но как-то она мимо прошла. Видимо, тент я поставил в тренировочном режиме. Ну, все к лучшему, кроме того, что я в нем сделал небольшую дырку. Руки мои облезают. Сегодня купался, с правой руки кожа просто слезла, как с ящерицы. Не знаю, надо это намазывать, иначе вторая новая кожа тоже обгорит. Фу. Жесть. На левой руке пока не слезла. Но там у меня ожог сейчас дома небольшой был, вокруг него все вспучилось. А также обгорел немножко нос, шея. Ну, в целом, то, что я был с длинным рукавом, это я уже понимал изначально, что другого варианта нет. Так что, если куда-то собираетесь на каяках, байдарках, не занимайтесь ерундой, берите сразу длинный рукав. Потому что если будет несколько солнечных дней подряд, у вас руки просто в мясо сгорят. Ну, хотя, если вы будете проходить 3 километра и бухать где-то в лесу под тентиком, то можете брать что угодно. А вот там вдалеке остров Рахмансари. Если погода завтра будет хорошая, я попробую до него добраться. До него около 4 километров от края соседнего острова. Отсюда где-то 5,5 километров. Сам он в длину еще где-то 2 километра. И повернут к нам своей узкой стороной. То есть он уходит вдаль Ладоги. Где-то на нем находится братская могила советских солдат со времен Советско-финской войны. Если вдруг получится, я ее сниму. Но специально искать не буду. Моя задача, в принципе, доплыть до него. А потом
уйти туда на юго-запад, там, где я уже был, потому что на этом острове я оставаться не хочу. По крайней мере, в этом месте слишком много слепней, слишком много муравьев. То есть невозможно стоять. Я буквально вот так вот топтался на месте, пока делал что угодно. Потому что муравьи забиваются мне в шлепки и кусают. Тут же мне надо их вытряхивать. Делать ничего невозможно, соответственно. Слепни то же самое. Вот здесь на бережку, в принципе, днем было терпимо. Но на бережку невозможно находиться из-за солнца, поэтому тут как бы надо выбирать. Все, солнце заходит, время 21:03. Сейчас через полчасика будет совсем красивое небо. Если получится, я что-нибудь сниму. Вот так вот. Спокойной ночи, ребята. Мне. Доброе утро. Время 5:15. Идеальная погода. Все стихло. Полный штиль. Сейчас надо максимально быстро собраться и выдвинуться на Рахмансиаре. Довольно прохладно. Еще солнце вообще не взошло. Еле запихал. Время без 15:07, я почти загрузился. Сделал себе вот такую импровизированную перчатку из носка. Хотел себе сразу ее тогда сделать, но сначала я носки что-то не нашел, куда я убрал. А потом уже вроде как и поздно было. А сейчас кожа новая, тоненькая. Сейчас намажу еще кремом под низ. Не хочу, чтобы у меня второй раз кожа слезла. Все, погнали. И вот он вдалеке. Рахманарсия. Отсюда километров 5. Ну прям по прямой поплыву. А тут ветра нет вообще. Откуда-то он оттуда я сейчас пришлепал. Теперь надо понять, куда мне, блин, дальше плыть. Такой вот он галечный пляжик. Туда вот я сейчас иду. Не знаю, там маячок отсюда видно. До туда дойду, буду смотреть насчет стоянок. Так, ну вот я почти доплыл. Вон этот знак белый, на который я ориентировался. Сейчас еще чуть-чуть осталось, надо выйти, а то у меня плечи затекли грести. Вышел я на небольшом островочке. Здесь есть стоянка. Сейчас посмотрю, что тут такое. Теоретически можно встать и здесь. А если что, потом на каяке можно сплавать куда угодно. В том числе за дровами. Ну что, в принципе, место нормальное. Муравьев я вообще никаких не вижу.
Аня вон бегает. Ну так, единичный случай. Там вообще были такие полчища, что если заснешь на пляжу, потом только найдут копчик на глот. Есть дровишки. А я как раз хотел мусор пожигать. Что я как плыву сейчас, блин, больше похож это на бомжа какого-то, чем на туриста. В общем, там за островами идет какое-то судно уже очень-очень давно. Низкий у него звук такой, может военный какой-то, хотя не знаю, тут есть военная флотилия вообще. Ладно, вообще какая-то, наверное, есть. Сейчас рацию включу на 16 канал морской, может что-то услышу. Блин, какая-то передача по рации была, не добежал, уже все закончилось. Но у меня включен сейчас 16 морской канал и 5 речной. Вот сейчас по рации пробился сигнал. Метеор с Приозерска. Причем нормально слышно. И диспетчеры слышно идеально. Диспетчер, я не знаю, где сидит на Валааме, что ли. То есть это тот же самый диспетчер, я так понимаю, что был вот в Сартовале, когда я принимал сигнал. Удивительно, насколько хорошо связь. Да, хорошо принято. Кубралев, диспетчер, добро. О. Сейчас слышно только диспетчера. Видимо, у диспетчера какая-то мощная рация стоит. Приозерск, метеорологи на заре ответили. Да, хорошо принято. До связи, всего доброго. Короче, солнышко зашло, немножко полегче стало. Уже 4 часа. Сидел я в основном тут, обалдел, отдыхал, что-то читал. Мусор сжигал. Вот сейчас там догорает, сейчас еще дровишек подброшу, чтобы там полностью все догорело. Воды можно еще набрать. В общем, когда очень было жарко, я практически ничего не делал, поэтому даже не снимал. Еще хотел пойти попробовать эскимосский переворот потренировать. Но я что-то как представлю, как эта зеленая вода мне в нос заливается. Прям как-то ух. Может, я, конечно, решусь, но прям мне отталкивает. Перчаточка моя из носка отлично работает. Так что смотрите, если что, у кого забыли перчатки, берете носки прям в первый день. В первый день режете нахрен их вся. Надеваете на руку. И потом у вас не будет вот этого, блин. Вот. Такого вот. Шкура уже сошла, блин, пластом. Так, ну что, немножко жара спала. Надел я подушку на весло. Снял с каяка все лишнее. Сейчас попробую немножко потренироваться, а заодно помоюсь. Да, на легком каяке это вообще совсем другое ощущение. Летишь практически. Фу, ну что, немножко я позанимался эскимосским переворотом, погреб немножко на пустом каяке. В общем, эскимосский переворот вперед лицом, если подныривать,
У меня получился 4 из 5 раз. Что я заметил? Не хватает бедренных упоров. Каяк сам по себе здоровый, очень широкий. Что я вот лицом вниз, когда делаю, то есть это надо или очень энергично. Я помню, вот когда на более узком пробовал, там чуть-чуть раз, и он сам переворачивается. А тут раз, нырнул, он там что-то подумал, потом провернулся кое-как. Короче, все это немножко по-другому. Сегодня последний полноценный день на Ладожском озере в этом году. Я решил остаться на островке, куда вчера приехал. Сегодня пятница. Надеюсь, под вечер все разъедутся. Проснулся я в 10 часов только от того, что стало очень жарко. Если днем будет ветерок, как вчера, попробую парус все-таки приладить на каяк. Вчера я что-то пока об этом думал, уже погода стихла. Потому что самый ветер был там часа в 4 дня, я пока провозился, что-то то все в 5-10, уже было часов 7, я пошел тренироваться. Кое-как прикрутил парус. Фу, жарко невозможно просто. Ух, а тут за островом прям нормальный ветерочек-то. Сейчас чуть-чуть отъеду, развернусь и первый раз попробую. Далеко не буду отходить. Слушай, нормально, едем. Вот какая-то скорость есть. Я бы даже сказал, нормальная. Сейчас попробую туда подальше отойти. Осталось только потренироваться его складывать. Нет. Прицепил парус на вот такой быстросъемный карабин, чтобы можно было грести. Сейчас попробую еще подальше отгрести. Посмотрим. В принципе, прикольно, что все работает. Тут еще и волна нормальная. Это комбо. О, давай, 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 давай. Так, ну что, я покатался, выходил под парусом, немножко попытался что-то там засерфить. Фу. Между тем время уже 4, пойду чайку, наверное, попью. Проверю, вдруг интернет поймался. Может, что-нибудь еще закажу. Катался сегодня с парусом. Решил доделать для него систему крепления по итогам ходовых испытаний. Вот такую петельку я сделал, чтобы крепить к себе на карабин. Вот такую тоненькую веревочку нашел для регулировки. Сейчас я сюда делаю, покажу. Веревки все нашел на старой какой-то сети. Тут
сеть валялась, вечером все, что останется, сожгу. Ну что, такая система получилась. Получается, здесь два узелка, которые ходят по левой и правой веревочке. Здесь узелок, который ходит по центральной веревочке. И вот он привязан к той тесемке, которая крепится на карабин. Соответственно, мы можем регулировать немножко наклон паруса, в какую сторону он больше повернут. Осталось только длину подрегулировать. Но это уже надо по факту на лодке смотреть, что как конкретно удобно будет делать. Ух, а ветерок-то не стихает. Сейчас развернусь немножко. Поеду, проверю, как у меня настройки. Вот все вроде настроечки работает. Все вроде нормально. Несколько километров в час мы идем явно. Вполне себе 5 километров в час нам идет. 3-4. Так вот. Блин, а вот грести под парусом вообще получается очень маленькое усилие. Единственное, что не совсем удобно. Но в этом есть смысл. Трэш. Так, продолжаю зачистку острова. Вот тут гвозди нашарашены. 2 дерева я очистил сейчас. О! Я даже не могу представить, кому понадобилось нахреначивать столько гвоздей. Это просто трэш. Ну все, гвозди вроде в основном я повытаскивал. Больше не вижу. А решетку эту от гриля тоже заберу. Не оставляйте эти решетки, они нафиг никому не нужны. Они ржавые становятся через месяц и все. Оттаскиваю постепенно вещи к лодке. Время 11. Я думаю, сейчас спешить не буду. Ближе к 12 выйду. Потихонечку пройдусь тут везде. Где-то 15 километров грести всего, а то и меньше. Ну что, вот я и собрался. Вещи сейчас доскладываю в каяк. Здесь убрался по максимуму. Все, что можно было сжечь, я вчера сжег. Все, что не сжег, собрал в пакеты, забрал с собой. Банки там всякие, все такое прочее. Короче, просьба не мусорить. Особенно в таких красивых местах. Это ублюдство.
все, отправляемся в кемпинг. Последние 15 километров в этом году на Ладоге. Ну что, как раз 12 часов. Сплавал я посмотреть стояночку. Все, теперь можно выдвигаться на базу. Осталось все те же 15 километров. Вот так можно ехать. Это мне нравится. Сейчас попутный ветер будет, я думаю, еще много где. Короче, очень непросто тут найти место, где можно под парусом нормально пройтись. Порыв, когда приходит, нормально, чуть порыв уходит, все уже. Где получается, почему бы не отдохнуть, а никуда не опаздывать. Между тем время 1:30. Думаю, может, остановлюсь пообедать сейчас. А там передо мной как раз туда, где я на том острове обычно обедал, целая толпа на двушках, на пустых меня. Не смог я их догнать, короче. А сейчас с другой стороны этого островка вот здесь присобачусь куда-нибудь. Покушаю. Газа мне вроде как нормально хватило. Сегодня мне хватит. А там, может, еще возьму баллончик. Этот с собой не вижу, надо смысла уже забирать, там останется немного. Привез с собой вот такие вот покупные идеальные дровишки и поставил. Вообще даже жалко, из таких, не знаю, ножки для табуреток идеальные будут. Просто вообще. Они сухенькие, тверденькие, березовые такие. И уголь какой-то понтовый, ё-моё. Такой сейчас окуняка знатный к берегу подплыл. Решил я удочку закинуть пару раз. Конечно, понятно, что ничего не поймаю. После обеда теперь немножко отдыхаем под парусом. Сейчас еще метров 200 на ветерочек меня протащим. Такая вот здесь кухня. А вот тут моя миска офигевает от того, что здесь настоящая газовая плита.
общем, в кемпинге сказали, что мест у них нету. Забрался на холм, который над кемпингом. Буду... Вон там вот кемпинг внизу. Слышно. А я буду вот в диких условиях опять. Главное, чтобы ночью дождь не пошел, потому что там подъем крутой. По мокрому я там с вещами. Ну, спущусь, но очень быстро, короче. Ой, фу. К систу я договорился на 6:40. Электричка у меня в 7:40. Встану я, не знаю, во сколько пораньше надо встать. Потому что вещи у меня очень хреново сложены. Не влезает. Хотя все еды меньше, там в 3 раза по объему. Вот подошла к концу моя поездка на Ладожское озеро в 25 году. Было много солнца, волн, скал, сосен, муравьев и прочих классных животных. Даже одна гадюка пыталась меня... Ну, ничего, она не пыталась, она просто уползла с моего пути. В общем, было круто. Завтра я уезжаю, что характерно, продолжение этого путешествия. И что характерно, дальше на север. Завтра днем я буду в Петрозаводске. А куда поеду я дальше, узнаете в следующем видео. Всем пока! Что, ребята, я в ночной Кеми. Жду, когда приедут инструктора.